Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет или случится со дня на день. И я специально не обозначила сроков для этого видео, потому что, будем реалистами. И судя по вашим комментариям, кто-то пишет: а у меня это уже все случилось, это не новая ситуация, и она, допустим, даже длится не буквально где-то в размере или в разрезе одной недели, а это еще и дальше что-то продолжится. Ну, вот как в нашей жизни и бывает. А кто-то пишет: да нет, у меня это тут за пару дней, а у кого-то вообще ничего не совпадает. Ну, значит, и так тоже может быть, почему нет? Но я бы сказала, рассмотреть альтернативный вариант определенно стоит. И давайте мы с вами, оттолкнемся. Сроки видео выходит регулярно, раз в неделю, в среднем в неделю 7 дней. Итак, что случится, произойдет для вашего знака зодиака, а вы переложите. Вот тот вопрос, который вас сейчас, может быть, мучит или стоит на повестке решения. Переложите на ту метафору карт, которая нам выпадет, и попробуйте, может быть, и прочувствовать, как это может откликаться именно с вашей ситуацией. Итак, смотрим, так что же произойдет со дня на день. С чем, по крайней мере, будут связаны события, энергии, да, вот давайте в первую очередь, наверное, именно тенденции энергии рассмотрим. Но вот смотрите, мои дорогие львы, выпадает ангел. Ну, это прямо как помощь, поддержка высших сил, ну, буквально ангел. Это как и доброжелатель, может быть, единомышленник, тот человек, который вас понимает, ну и, конечно, помощь высших сил. Деньги, может быть, получение денег, может быть, это чья-то помощь, мои дорогие, правда, как какой-то ангел, который вам приходит на выручку, или, может быть, помогает решить какой-то сложный вопрос. Возможно, это и по работе, да, когда решаются по части вашей занятости и ваших получения заработной платы, да, вашего оклада, какие-то вопросы. Вот тут все-таки для вас что-то по деньгам в целом может складываться очень даже так и неплохо. И это на общем фоне, вот свеча, спокойное течение жизни. Смотрим дальше. Что нам тут еще расскажут? Вам как по судьбе, когда крест выпадает, это как карма. Или мы говорим судьба. Ну и по судьбе, вы смотрите, у вас совпадает как бы дорога, да? По судьбе дорога может быть. Или какая-то ситуация. Возможно, это вам куда-то надо будет отправиться. Важные согласования, или, может быть, это вы планировали. Может быть, в принципе, будет много каких-то переездов. У кого-то это может быть сопряжено с получением документов, если вы собираетесь уже, да, вы хотите, у кого-то виза, например, или какое-то разрешение. Может быть, приглашение по работе, релокация офиса. Правда, тут может быть такое. Может быть, это и какой-то человек к вам с дорогой приедет. Я такого тоже не исключаю. Мы все разные, но дорога как будто будет. Или, может быть, это, знаете, как много путей, такая более динамичная жизнь в ближайшие дни. Такое тоже могу допустить. А может быть, это и вообще куда-то очень далеко. Но, тем не менее, дороги будут. Видимо, я так больше склонна, что вот спокойное течение жизни, может, у кого-то и на отдых, почему нет? С чем-то приятным я вижу ассоциацию именно этой дороги или пути. Может быть, это у вас получается решить какой-то вопрос или что-то согласовать, или встретиться с каким-то важным человеком. Вам, мои дорогие львы, это в плюс, это точно. Я так вижу, пусть оно так и будет. Смотрим, что у вас еще совпало. И в нашем пасьянсе мы можем складывать то, что выпало в крайних рядах, по вертикали и по горизонтали. И вот пока я с вами говорю, я просматриваю, что же тут у нас еще с вами совпало. Не вижу, откровенно говоря, еще совпадений. И то, что нам выпало, очень даже и неплохо. Давайте мы дополним картами Таро.
Ваше настроение, первая карта, или общий фон недели или ближайших дней. Ну, как вы чувствовать себя будете, да? Что это для вас? А вот чувство-то такое, что день сурка, вот так и хочется сказать, в этой колоде карт, посмотрите, ну, буквально зверек вышел из норки и вроде как раздумывает. Не то мне тут остаться, не то вот туда, в темноту нырнуть. Там вроде все понятно, все привычно. Может быть, и безопасно где-то, да, уже, ну, знаешь, что там будет или чего не будет. А вот здесь вот как-то все так вот новинку, может быть, так и холодно. Вообще по четверке мечей мы приводим мысли в порядок. Мы и дом можем приводить в порядок. Мы избавляемся от ментального мусора, ну и, в принципе, наводим больше организации в нашей жизни. С чем это связано? Вообще иногда это говорит о паузе, а тоже где-то о спокойном течении жизни. А я тут вижу, вы будете, знаете, как словно, может быть, и буквально третейский судья, когда вокруг вас, мои дорогие львы и львицы, будет какая-то неразбериха. Я, в принципе, допускаю, и дело не в картах, а астрологические транзиты для нас все вместе могут складывать такое, знаете, как вокруг нас информационное пространство кипит или много информации, причем разной. Может быть такая, знаете, и сбивчивая, разрозненная, могут быть и фейки. Тут больше в ближайшие месяцы к информации нужно быть вообще осторожным, потому что то, что нам пытаются выдать, или то, что вы случайно где-то нашли, прочитали, здесь еще как минимум надвое надо делить. Это из разряда «доверяй, но проверяй». То есть мы сразу на первом услышанном не основываем свои суждения или не делаем какие-то выводы. И пятерку жезлов я часто и называю карта информационного хаоса. Или это люди иногда тоже проходят по этой карте, на которых невозможно ни положиться, ни ответственности потребовать. Вы, может быть, и вы вынуждены так немножко причесывать свое окружение. Может быть, для вас вот в таком неспешном темпе, ритме нужно проанализировать, кому вы можете доверять, с кем получится какое-то сотрудничество или решение того или иного вопроса, с кем вы будете продолжать общение, почему нет, от кого вы откажетесь. Вот тогда вот эта нерешительность, вот как этот день сурка, может быть, вам и хочется, чтобы это быстрее что-то завершилось. Но, видимо, ну, еще пока ощущения в ближайшие дни, они не дают четкого видения. Может быть, и даже мы говорим информация, должно пройти какое-то время, пока тоже все вот так по полочкам как-то само расставится. Но с чем это связано, хочется спросить. У вас возможности приходят. Вот тут скорее чего-то надо и не упустить, мои дорогие львы. Туз Пентакли – это опять же как помощь высших сил. Это может быть и ангел. Может быть, это у кого-то из вас вот какая-то, ну, полностью неразбериха, которая, с одной стороны, граничит с какой-то паузой или застоем, а для кого-то из вас и противостояние, да, вот какое-то, но это бессмысленное противостояние. Может быть, в вашем окружении есть такой человек, может быть, и вы его уже видеть не хотите, да, вот так и нырнул бы в эту норку, а обстоятельства вас вынуждают выстраивать с ним взаимоотношения. Поэтому, ну, дело сторона, наверное, да. Тут самое главное не быть вовлеченным, где-то не согласиться вот так, понимаете, потому что по пятерке жезлов на нас могут влиять, нам могут что-то доказывать, или наоборот, нам могут льстить, потому что имеют какой-то свой план. Будьте на своей волне. Но и примите к сведению, что какие-то возможности могут прийти все-таки туз пентаклей. Кстати, мои дорогие львы, у кого-то может быть буквально на работе, но я где-то смотрю на карты пасьянса, и если анализировать транзиты, у вас сейчас, ну, это пока еще, по крайней мере, вот в этот промежуток времени, как вот я делаю расклад, Солнце, точнее, Солнце в Деве, а Венера в вашем знаке зодиака. С 25 числа, с 25 августа Венера из знака Рак переходит в знак Льва. Ну, смотря когда вы открыли видео, может быть, уже где-то перешла.
И если мы по Венере в Раке говорили, что просто потому, что люблю, или просто мне это нравится, это больше такие энергии гармонии, эмпатии, когда хочется, чтобы и вокруг нас была какая-то гармоничная обстановка. И дома мы тоже пытаемся, стремимся вот такую создать. Больше конкретики, когда Венера в ваш знак зодиака входит. Вы можете у себя особенно часто спрашивать или задавать такой вопрос: а какой в этом смысл? А хорошо, а к чему это все идет? Вот рационализм в плане особенно достижений, работы и денег. Ведь Венера – это не только личная жизнь, это еще и наше благополучие в целом и все те составляющие, которые его формируют. Вот поэтому я тут вижу и по работе может даже сложиться такая ситуация. Кто-то, может быть, вот увольняется или заставляют увольняться, может быть, и так, потому что было какое-то противостояние. Какой-то человек, может быть. То есть вот это может быть та ситуация, которая лично на вас, она вроде не влияет. Но вы или невольный свидетель вот чего-то подобного, да, какого-то противостояния, а то и конфликта. Или и вы понимаете, что да, может быть, какая-то персона не совсем права, то есть, есть явно какие-то предпосылки. Но, может быть, как это все происходит, вам это не очень нравится. Но, тем не менее, тут хоть камни с неба. И тут может быть такая жизненная коллизия, когда для кого-то это будет, ну, знаете, как башня, да, когда что-то разрушается, а для вас открывают новые перспективы. Будьте внимательны, бдительны, мои дорогие. Так а что же там прояснится? Да. По партнерским отношениям и будет у вас что-то проясняться. И жезлы, дела, работа, бизнес или какое-то сотрудничество, взаимодействие, может быть и дружба, да, тут ведь по-разному может быть. Но вот все то, что я сказала по предыдущим картам, вот, видимо, оно и будет где-то проясняться. Но для вас, мои дорогие, бонусов явно больше. И у вас как раз может быть, знаете, какое-то место вот на работе даже, да, освобождается, а должность могут предложить вам, потому что у вас более сильные позиции, но и вы, может быть, вы более ответственные люди, это точно. Ну и мало ли, может быть, и правду был какой-то такой вопрос, который, ну, как мы из разряда иногда и в шутку, но когда всех достало, да, вот бывают такие даже в коллективе люди, да, когда вот и не понадеешься, и не ответственности не потребуешь. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. И тут конкретно деньги выпадают, и одновременно это свидетельство о том, что какая-то ситуация складывается для вас больше плюс. И карта, что прояснится, жезлы – это именно взаимодействие. Двое тут нам подвязывают как будто эту фасоль, ну или боб, но больше на фасоль похоже, конечно. Они хотят, чтобы что-то выросло, чтобы были плоды. Поэтому у вас действительно есть единомышленники, может быть, и по части работы. Когда, ну, вы прекрасный сотрудник, вы великолепный специалист, вы надежный человек. И, конечно, с вами будет руководство, может быть, заключать какие-то или пересматривать контракты, будут предложения, потому что видят, опять же, сотрудничество на долгий период времени. Ладно, давайте мы теперь по основным сферам жизни. И первую давайте любовь и личная жизнь. Вот как по Венере. Про любовь. Что же там в личной жизни? Карта любящего человека. Это и ваша любовь к кому-то, но это может быть также и чья-то любовь к вам, мои дорогие. Но вообще я должна сказать, для тех, кто в паре, ну явно карта говорит о большей симпатии и эмпатии, об умении договориться, выслушать, понять друг друга. Главное желание, да, услышать другого человека, именно любящего человека. Может быть, у кого-то из вас даже, ну, какие-то новые отношения, может быть, они недавно сложились или состоялось какое-то знакомство. Ну, в каком бы вы ни находились статусе, или вы в паре, или пусть, если вы даже, ну, в конфликте, здесь мы можем помириться, опять же, ну, добрая энергия. А для тех, кто один или одна, а ведь правда можно и познакомиться, может быть, решая те вопросы, которые, ну, они не затрагивали личную жизнь. Но мы ведь и не знаем, в
какой момент нас сводит судьба с другим человеком, правда? Но это вот что-то такое приятное. Сначала нам и, можно сказать, начинается что-то с вдохновения или с какой-то симпатии. Ну, кто знает, может быть, и продолжение следует. Вот очень интересно. Давайте мы посмотрим, ладно, на сферу ваших достижений, что нам скажут. Ну, вот тут зри как бы и вдали, и вблизи. Наверное, вам придется в ближайшие дни менять микроскоп на бинокль, если те вопросы, которые вам нужно видеть, вот как большое видится на расстоянии. Это и ваши перспективы. Здесь мы не должны быть наивными. И мы не можем так вот рассупониться, расслабиться, ну ни разу. Потому что как только это с нами происходит, ну, мы уже утрачиваем вот критическое мышление. Солнце в Деве у нас уже с 23 августа по 22 сентября. И это больше конкретики, да. То есть если мы раньше, опять же, и с учетом тем более Венеры, если мы раньше говорили, что да, мне это нравится, мне это приятно, то теперь мы хотим, чтобы, ну, в нашем благополучии тоже что-то менялось конкретно. Это не просто вздохи при Луне или какие-то пространные обещания. Нет, здесь все-таки Солнце в Деве– это материальный какой-то фактор. Но вполне вероятно, это вот на достижение на ваши нужно быть, знаете, и немногословному, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, а вот постоянно анализировать. Ведь мечи, что это? Это интеллект. И интеллект– это не сознание, сознание– это привычка. А здесь как высший разум, может быть и аналитика, безусловно. И главное, не понадеяться на кого-то или не принять, может быть, вот в этом противостоянии ничью сторону, сохранять нейтралитет и, я бы сказала, беречь себя, беречь свои идеи, чтобы их никто не украл. Здесь есть такой момент, что люди действуют так, как им выгодно, мои дорогие львы. И уметь рассмотреть, разгадать какую-то путаницу, загадку вам, скорее всего, придется. Потому что здесь нам транслируют одно с учетом принцессы мечей, а делают-то люди совершенно что-то другое. Вам тут могут пытаться замыливать глаза, будьте к этому готовы. И у каждого свои побуждения к этому. Один хочет завладеть вашей идеей, может быть, бизнес-идеей, кому-то хочется посплетничать, но это нам не помогает. Мы уже с вами говорили, информационный хаос, значит, вот эти ненадежные люди, с которыми вы, может быть, разоткровенничались, да, они потом это все перевернут и какую-то вообще небылицу, ну, для вас могут с каким-то минусом подать не именно вам, а кому-то другому. Вот поэтому держите руку на пульсе, мои дорогие. По принцессе мечей не расслабишься. У вас две принцессы. У вас как какой-то новый жизненный этап начинается. И это все по судьбе. Ладно, давайте мы с вами узнаем, а что же финансы? Финансы нам выпали, деньги конкретно. А по этой карте, вы знаете, с одной стороны, это карта скорости, быстрой информации, получения какой-то корреспонденции. Буквально нам сокол или орел принес в лапах вот свиток. И человек обескураженно, неожиданно, вы можете действительно что-то такое услышать по деньгам или можете получить деньги. Может быть, это у кого-то отчет какой-то денежный, вам нужно будет срочно перепроверить. Но тогда это для вас будет явный какой-то плюс. По этой карте мы еще и вынуждены действовать как-то быстро. Возможно, в связи с денежной ситуацией вам придется вот эту дорогу как-то так быстро запланировать или быстро собраться поехать. Потому что часто ведь это карта скорости. Карта, кстати, трансформации. И опять же, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Я уже говорила, тут могут как раз перекликаться какие-то темы денежные и на последующий период времени. Может быть, построение вашей карьеры, или пусть это ваше личное дело. Поэтому не теряя времени даром, вам будьте готовы к тому, что именно для денежного какого-то вопроса, хотя, может быть, у кого-то на повестке стоят вопросы оформления жилья, поиска жилья, иногда такое тоже. Где-то это дела, да, как жезлы, или оформление. С другой стороны, это ведь тоже денежные вопросы, что касается имущества. Но это так или иначе какой-то материализм.
И, может быть, даже сложится в ближайшие дни такая ситуация, когда рутинную работу вам нужно будет отложить на потом. А вот так стартануть с низкого старта и куда-то поехать. И это вот к этой где-то неожиданности будьте готовы. Может быть, и к вам кто-то приезжает, может быть, какие-то переговоры случаются. Ну, разные самые моменты могут быть, но иногда эта карта означает, когда тысячу дорог сходятся в одной точке. Вот тут действительно принцессы, новые начинания. Мы что-то учим. Вообще это как бы соответствует пажам, и это тоже могут быть известия, известия в личной жизни, известия по части ваших достижений. И на деньги-то ведь нам тоже, только еще с большей скоростью. И когда мы учимся чему-то, вот для кого-то даже вы увидите необходимость что-то новое изучить. Может быть, это будет иностранный язык, почему нет? Потому что восьмерка жезлов, ну, это так вот изображение именно в этой колоде. А часто, вы знаете, это 8 жезлов в классических колодах, которые летят практически в воздухе сами по себе. Поэтому пространство, эфир, интернет. И кто-то из вас, может быть, будет изучать иностранный язык, кто-то будет осваивать, может быть, и работу на дому, или язык программирования, или какие-то технологии, или просто даже нужно отправиться на курсы, потому что, ну, какие-то возможности у вас появляются. А больше знаний, значит, больше востребован на рынке труда. Вот у кого-то и так может проиграться. Вы знаете, какая-то неделя или пусть ближайшие дни очень такая позитивная и вроде бы спокойное течение жизни. Значит, будет, мои дорогие львы, время подумать, что-то проанализировать. Но и упустить-то вот ничего нельзя. Поэтому к этому будьте готовы. Какие-то сотрудничества или контакты у вас явно будут продолжены. Вы можете даже при желании любую конфронтацию свести к нулю, но, видимо, все же думать, с кем вы собираетесь договариваться, стоит. Потому что вот эта пятерка жезла о какой-то или ненадежной ситуации, или информации, или человеке, повторюсь, она говорит. Поэтому себя беречь призывает принцесса мечей. Это я вижу больше по работе, правда. Принцесса мечей это тоже на достижение, на работу, на бизнес выпало. И я иногда говорю, что прообраз этой карты Медуза Горгона. И мы знаем, что это была прекрасная дева, но пострадала от наивности и доверчивости. А вы не можете так поступить. И вот поэтому нам показана принцесса, которая, ну вот видит что-то вдалеке, на пару шагов вперед. Слушайте свою интуицию. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы и львицы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии, за то, что вы оказываете поддержку моему каналу. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.